А видели ли вы, что происходит внутри тюрем? Нет, не из вылизанных журналистских репортажей, а жесть, непосредственно снятая на камеры наблюдения и регистраторы тюремных надзирателей. Я Нокс, и сегодня я покажу самые дикие моменты, которые случайно попали в объектив камер наблюдения. От невероятных побегов до жесточайших стычек между самими заключенными. Поехали! И начну я, пожалуй, вот с этой записи. Бегство во время выноса мусора даже звучит как сценарий из комедийного фильма, но Шейн Джозеф и Уилли Эймс Драйвер превратили это в реальность с невероятным исходом. В 2018 году, находясь в тюрьме округа Хьюстон, штат Джорджия, они получили задание вынести мусор. Кто-то же должен это делать. Эта рутина привела к неожиданному шансу на досрочное освобождение. Под присмотром охранника, который на момент их побега отвлекся на разговор по рации, оба заключенных решили использовать этот момент. Они бросились бежать, оставив за собой ненавистные пакеты и тюремные стены. Но свобода была кратковременной. К этому побегу они не были готовы заранее, поэтому никакого убежища или плана у них не было. Драйвера обнаружили в близлежащей квартире, выследив по номеру телефона всего через несколько дней после побега. Шейн, его напарник, был найден спустя несколько часов, прячущимся в сарае в 3 милях от места их изначального бегства. Оба были возвращены в тюрьму, где им добавили дополнительные сроки к их уже существующим наказаниям. Ну и да, мусор им больше не позволяют выносить. Я думаю, что вы видели много криминальных фильмов, где главного героя выручают на вертолете, вытаскивая из тюрьмы. И да, именно так начинается эта история, повторяющая кадры из голливудских фильмов, но отличающаяся изысканностью исполнения. В 2013 году 41-летний Бенджамин Худен Барба совершил дерзкий побег из исправительного центра Сент-Жером в Квебеке. Бежал он не один, а прихватил своего товарища Дэнни Проансали. Не совсем ясно, были ли они знакомы до заключения, или же нашли друг друга за решеткой, но тем не менее в стенах тюрьмы они сблизились и разработали план побега. Вертолет был угнан ранее тем же днем 2 вооруженными мужчинами, выдававшими себя за туристов, и благополучно приземлился на крыше тюрьмы. Пилоту просто приставили ствол и сказали, куда надо лететь. Худену Барба и Проансалю потребовалось всего около 6 минут, чтобы подняться по веревке на вертолет. Почему охрана исправительного учреждения не вмешалась, не стреляла в них или не попыталась их остановить, до сих пор остается загадкой. Как мне кажется, в их сторону просто никто не смотрел. Но с другой стороны, как можно не заметить целый вертолет? Однако не прошло и нескольких часов после побега, как Барба и Проансаль вместе с их сообщниками были арестованы. Власти подтвердили, что похищенный пилот был найден в безопасности и оказался невредим. Шорти. В западной части Рио-де-Жанейро тюремные чиновники испытали настоящий шок и искреннее удивление, когда обнаружили попытку побега известного бразильского главаря банды Клавина да Сильвы, более известного под прозвищем Шорти. Силва, являющийся высокопоставленным членом одной из мощнейших бразильских наркобанд, отбывал срок в 73 года за наркоторговлю. Похоже, в какой-то момент он решил, что ему надоела жизнь за решеткой, и замыслил дерзкий план побега, достойный голливудского сценария. Его стратегия заключалась в том, чтобы переодеться в свою дочь и незаметно покинуть территорию тюрьмы, пройдя через ее ворота. Для реализации этого плана он обратился за помощью к своей младшей, которая приходила к нему в гости. Хотя идея могла показаться чем-то из комедийного шоу, попытка была весьма серьезной. Однако, как и следовало ожидать, исполнение плана столкнулось с непредвиденными трудностями. Охранники как-то догадались. Интересно, как? А теперь посмотрите на эти кадры. Это был последний раз, когда Эль Чапо был замечен в своей камере, мирно ходящим взад и вперед, как будто он просто ожидал удобного момента. Немногие подозревали, что он готовился к одному из самых смелых побегов в современной истории. На кадрах видно, как он наклоняется вперед, сосредоточенно изучая что-то на полу своего душа. Это становится кульминационным моментом его плана. Затем он присаживается, вероятно, снимая свои сандалии, и в следующий момент исчезает из поля зрения. Теперь известно, что под душем находился хитроумно спрятанный туннель, спроектированный так, чтобы оставаться незамеченным для камер наблюдения тюрьмы. Вы представляете, насколько это титаническая работа? Фактически, туннель на свободу.
В Щербинском суде Москвы рассматривали дело в отношении 18-летнего Леонида Гейсера, подозреваемого в убийстве своей 21-летней сестры, произошедшем 9 декабря 2019 года в их квартире на улице Самуила Маршака. На теле жертвы, помимо ножевых ранений, были обнаружены рисунки, которые, по всей видимости, носили ритуальный характер. В ходе допроса Гейсер заявил, что совершил убийство, стремясь изгнать демонов. Ситуация в зале суда обострилась, когда камера зафиксировала драматичную попытку Гейсера сбежать. Обвиняемый влез на верхний край стеклянной перегородки, где находился, и перед глазами ошеломленных полицейских пробил подвесной потолок, пытаясь проникнуть через него на свободу. Он реально практически полностью ушел под потолок. Но, к сожалению, для Гейсера, конечно, там не оказалось достаточно места для успешного побега, и он застрял. Хотя куда он там планировал вообще выбраться? Полицейские, используя дубинки и электрошокеры, пытались усмирить его, при этом один из сотрудников ухватил беглеца за штаны, что в конечном итоге сорвало попытку побега. Выглядит это несколько комично, но не стрелять же в самом деле. Но иногда побеги бывают гораздо более эпичными. Например, история Василиса Палая-Костаса, Известного как греческий Робин Гуд, заслуживает внимания не только за его невероятные криминальные подвиги, но и за его благородную склонность делиться награбленным с менее обеспеченными. Отличившийся ограблениями банков, похищениями богатых промышленников и рядом других крупных преступлений, Палая-Костас не накапливал богатство для себя. Вместо этого он распределял добычу среди нуждающихся, за что и получил прозвище греческого Робина Гуда. Однако его слава не ограничивается только благотворительностью. Палая-Костас также прославился своими захватывающими побегами из тюрьмы. Воодушевленный персонажами из кинофильмов, он осуществил 2 успешных побега на вертолете из тюрьмы Коридаллос, одного из самых строго охраняемых исправительных учреждений Греции. Первый побег произошел 4 июня 2006 года. Благодаря помощи 2 сообщников, которые захватили туристический вертолет и заставили пилота приземлиться на крыше тюрьмы, откуда Палая-Костас смог улететь. Его второй побег в 2009 году был еще более драматичен, поскольку он и его сокамерник Акит Резай снова использовали вертолет для бегства, поднявшись по веревочной лестнице на свободу. Эти события не только подтвердили его репутацию криминального гения, но и сделали его одним из самых разыскиваемых преступников в Греции, и, кстати, за голову которого сегодня назначена награда в 1 миллион евро. Но иногда в объектив внутренних камер попадают не только побеги, но и жестокие внутренние разборки, которые обычно редко выходят в свет. Видеонаблюдение в исправительном центре Элгин Миддлсекс в Лондоне, Онтарио, показывает, как Энтони Хорхе избивает своего сокамерника Атома Каргаса до смерти, а затем тащит тело в общий душевой участок на следующее утро. При этом охранники тюрьмы, по-видимому, ничего не замечают. Видео было снято камерой безопасности, установленной на стене блока 6 в исправительном центре Элгин Миддлсекс 25 октября 2013 года и 31 октября 2013 года, в ночь, когда умер Аргус. На видео видно, как Хорхе взаимодействует с Каргасом всего 6 раз. Кажется, что убийца держит Каргаса как минимум 4 раза в удушающем приеме на виду у других заключенных и охранников. Как только 2 мужчин оказываются запертыми в одной камере, через окно видно, как Хорхе бьет, пинает, топчет и душит Каргаса, в то время как лицо заключенного прижато к стеклу. Избиение, которое продолжалось около часа, происходило без реакции охранников, хотя все было зафиксировано на камеру закрытого видеонаблюдения. На следующее утро на видео видно, как Хорхе выходит из своей камеры и просит помощи у других заключенных, чтобы убрать кровь, обернуть тело Каргаса в простыню и перетащить его в душевую зону тюрьмы. Охранники наконец обнаруживают тело Каргаса около 10 утра 1 ноября и вызывают медиков. Но к тому времени Каргас уже был мертв. Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти Каргаса стала тупая травма головы, шеи и лица. Его лицо было настолько сильно избито, что Каргаса пришлось идентифицировать по татуировкам. Хорхе был приговорен за убийство и получил пожизненный срок без права на досрочное освобождение как минимум на 10 лет. Он заявил, что в момент убийства был пьян после того, как выпил жидкость, сделанную из бродящих фруктов. Также, по-видимому, он курил сигарету, содержащую каннабис. Интересно вот только, как они все это достают в тюрьме?
А вы вот слышали о жестких условиях в тюрьмах СНГ? Вот вам одно видео из абхазской тюрьмы, которое действительно стало вирусным в интернете. Неизвестно, когда и кем оно было снято, но по утверждению экскурсовода, это его камера в СИЗО Дранта, где он отбывает наказание и куда его жена с детьми приезжает в гости. На фоне повсеместного распространения веб-камер, как говорится, удивить сегодня трудно, но это видео поражает чем-то иным – наличием, вслушайтесь, собственной конопляной плантации. Поскольку в его огороде не нашлось места, растения теперь выращиваются на крыше, где также обустроен огород. Конопля тянется вплоть до стены, рядом с которой находится часовой. Видно, что даже под лозами винограда конопля растет буйным цветом. Экскурсовод гордится, утверждая, что показал лишь половину. Это видео было первым опубликованным Сухумским неизвестным информационным агентством, которое также отправило запрос в МВД за комментариями. В ответе говорилось, что видео уже видели и ранее оно распространялось. Но самым интересным оказалось последнее заявление. Текущая реальность не соответствует показанному. Что намекает на то, что когда-то ситуация была именно такой, но теперь уже нет. МВД опубликовало свое видео из той же камеры, датированное 2 сентября, на котором уже не видно ни одного куста, но мебель и занавески указывают на то, что экскурсия была снята совсем недавно. В связи с поступившими запросами, Министерство внутренних дел представило кадры из зоны отдыха и для длительных свиданий, открывающие вид на внутренний двор, где нет ни запрещенных растений, ни предметов, запрещенных к использованию в таких учреждениях. Тем временем, видео из того же периода, но 5-летней давности, показывает ничего необычного. Заключенные и девушка весело отмечают наступление 2019 года. Этот ролик также стал вирусным на YouTube и привел к увольнению начальника СИЗО и начальника отделения режима, а также охраны за неисполнение обязанностей. Эмбер Гонсалес была арестована 14 сентября 2018 года после того, как она якобы взяла мобильный телефон с уборочной тележки в отеле Баймонт Инн на Морленд-бульвар. После ареста ее доставили в полицейский участок Вокиша на улице Делафилд, где полиция сообщила ей, что ей нужно будет внести залог за неоплаченный ордер за нарушение, связанное с наркотическими принадлежностями в августе, или же ее перевезут в тюрьму округа Уока. В зоне содержания на полицейском участке ее наручниками приковали к стене и на короткое время оставили одну. Беспокоясь о своей поездке в тюрьму и о невозможности видеть своих детей, Гонсалес выскользнула из наручников, пыталась открыть дверь в комнату содержания, которая была закрыта, нашла там комплект ключей, висевшие на ручке двери, что позволило ей открыть дверь и сбежать из полицейской станции примерно в 16:40. И тут ситуация становится еще интересней. Пробегая через задние дворы в окрестном районе, чтобы избежать полиции, Гонсалес в конечном итоге добралась до магазина Tobacco Outlet Plus на Пьюк-Роуд, где она использовала свой мобильный телефон, чтобы позвонить парню, который забрал ее на белом внедорожнике. Они поехали вместе в Баймонт Инн, где она занялась оральным сексом с ним в обмен на $80. Надо же как-то выживать на свободе. Прибыв в отель, сотрудники полиции заметили 63-летнего мужчину, выходящего из ее номера. Тот сначала сказал, что там никого нет, а она уже пару недель живет в комнате Гонсалес. Но под давлением выяснилось, что девушка ублажала его буквально пару минут. Имея эту информацию, полиция приняла решение взломать дверь номера и снова арестовала Гонсалес. Вот как-то так. Не зря говорят, что всех денег не заработаешь. Ну и один из самых жестких моментов, на мой взгляд. Томас Робинсон, 27-летний молодой человек, столкнулся с перспективой пожизненного заключения после того, как выстрелил в 17-летнего мальчика. Однако парень не собирался сдаваться без боя. На самом деле он был полон решимости сделать жизнь полицейских максимально сложной самыми опасными способами, которые только можно было представить. Когда полицейский подошел, чтобы надеть на него наручники, Томас наклонился и взглянул на кобуру на поясе копа. Все решилось буквально в одно мгновение. Томас бросился к пистолету полицейского, но из-за защитных механизмов кобуры ему не удалось достать пистолет. После короткой борьбы в комнату вошли еще 2 полицейских с электрошокерами, чтобы обезвредить его, и в итоге его удалось задержать без применения летального оружия. Этот случай, очевидно, выглядит как попытка подозреваемого сбежать, при этом он был готов на все, что угодно. Но прислушайтесь к тому, что он говорит во время драки с полицейскими.
Если бы он действительно пытался сбежать, вряд ли бы он начал со слов «убейте меня». Скорее всего, Томас был настолько испуган своим приговором и положением, в котором оказался, что решился на радикальный шаг напугать офицеров в надежде, что они застрелят его, избавив от предстоящего наказания. Вообще, при допросе оружие должны сдавать и заходить в комнату без него. Однако, кажется, что полицейский управления Лас-Вегаса забыл об этом правиле и чуть не увидел последствия своего недосмотра. Да уж, ситуации бывают разные. Но в любом случае, поэтому и не стоит попадать в тюрьму. Ну а если вы хотите нормальную работу, умеете писать сценарии, монтировать видео или озвучивать ролики, то пишите в наш Telegram-бот, чтобы попасть к нам в команду. Спасибо вам за просмотр, пока-пока.